Как он прошел? Он еще не прошел, еще длится, да. В целом мы всего 4 дня поиграли. Лучше, чем было, по крайней мере, настрой. Вот, даже что-то получается, выигрываем у кого-то. Федор отличный парень, хорошо вписался в коллектив, не зажимался, сразу пошел на контакт. То есть там какие-то свои условия ставил, спрашивал ребят, чтобы они ему говорили. Молодец, в общем, Федор. Мы пробуем. Все, что мы делаем, это мы пробуем. Смотрим, что получается, что не получается. Вопрос от Heavenly Boy. Какое сейчас аниме смотришь? В данный момент никакого не начал, потому что я вчера закончил смотреть Кизнавера. Ну, а из ангоингов много чего смотрю. Ну, «Семь смертных грехов», «Франкс», ну, много чего именно. Вопрос от Фанерона. Он спрашивает, есть ли у Нави штатный психолог, потому что, по его мнению, психолог необходим команде, если Хвост постоянно работает с Кристаллайсом, в том числе психологически, то остальной команде нужна поддержка психологическая. Фанерон, ты абсолютно прав. Команде нужен психолог, он есть, правда, он не штатный. Он приходит и уходит по надобности, да? Да, когда мы видим, что нужно поработать с психологом, он приезжает и работает с ними на буткэмп. Торнадо 10 просит тебя создать свою Dream Team, не называя игроков твоего состава. Они уже существуют, это LGD, PSG. Все, создал. Вопрос от Young Soul. Кто, по твоему мнению, лучший саппорт для помощи в миду? Undying. Ну да. Что он приходит и выгоняет любого героя или двух. Это ты серьезно, да? Да. Санчело задал сразу два вопроса. Первое. Самое любимое место для чила в Питере. И второе. Какие вообще места в Питере нравятся? Место для чила по-любому Васька, набережная. А любимые места в Питере. А Васька — это Васильевский остров? Да, ну, набережная Васильевского острова. А любимые места в Питере — центр города, просто Невский, там, и дальше Маяковская, как-то вот. Просто центр города. Витя, сможешь ли вернуться на мид? Да, но это займет много времени. И это непродуктивное использование времени. А сколько времени нужно? Ну, может, и год, полгода. Влик спрашивает, какая у тебя диета и сколько приемов пищи в день? Диеты нет. Стараюсь чем побольше есть, но редко получается. А так, ну, 4-5 раз в день. С утра каша, дальше что-то перекушу. Ну, сделаю себе гейнер, там, может, банан какой-то. На обед, ну, первое и второе. Дальше между обедом и ужином еще один прием пищи. Значит, тоже гейнер плюс что-то. И вечером что подадут. Им Лоликон спрашивает, не хотел бы ты сделать во Львове сходку для фанов? Да, ты ее уже делал, но может быть, когда у тебя появится время. Например, после Интернешнл. Обязательно. Сделаем. Вопрос от Бубмастера. Рассматривали ли вариант возвращения Хвоста в команду на 4-ю или 5-ю позицию? В текущие, при последних перестановках, в принципе, нет, мы это не обсуждали, но когда был вопрос о том, что Роджер планировал посетить Веск, и он не мог лететь то ли на Геск, то ли там еще на какой-то турнир, уже не помню какой. И в то время мы, в принципе, рассматривали вопрос, что Саша мог занять его позицию на этот турнир и полететь туда в таком амплуа. То есть тогда, да, мы это рассматривали, но на постоянной основе мы это, в принципе, не обсуждали. Саша уже набрался опыта на тренерской позиции, и команде он будет оттуда приносить пользу больше. Игорь спрашивает, просто Игорь. Это наш Игорь спрашивает? Игорь! Игорь спрашивает, почему Даня редко играет на инвокере и ОД? Это сложно куда-то применить его. Возможно, все еще будет, да, то есть сейчас уже люди на нем не играют, он постепенно возвращается обратно. Возможно, и до Дани дойдет эта тенденция. Но в целом ОД как бы это не его лучший персонаж, а на инвокере, да, он хорошо справляется. Спасибо, Игорь. Торнадо Надо спрашивает,
Заметили ли игроки, что чай в пакетиках стал хуже, и теперь лучше брать листовой? Не знаю. И тот использую, не обратил внимания. Как бы чай в пакетиках всегда был хуже, но стал ли он еще хуже, не знаю. Вопрос от Торнадо НАТО. Если Лил пересел на 5, почему бы его не наградить всеми обязанностями Кэпа? Ну, наверное, потому что ни один в команде, ни один решаю и ни один распределяю обязанности. Это будет работать только когда все будут за одну идею. То есть вся команда, весь наш став, у каждого свои обязанности. Даня капитан, Даня пикает, мы его помогаем, его поддерживаем. А я пересел на 5, чтобы пытаться как-то координировать в игре, быть ингейм-лидером, пока не очень хорошо получается, потому что мы в целом очень разобранно играем и не дисциплинированно. Даня, вопрос от Кучини. Собираешься ли ты зайти хотя бы в топ-100 ММР? Хоть мы и все понимаем, что ММР не имеет такого значения для про-сцены, но утереть нос ряду недалеких хейтеров можно было бы. Я уже там. Тембичк спрашивает. Тебе не кажется, что Лил вносит деструктив во внеигровое общение и состояние команды, провоцирует какие-либо конфликты, ставит себя выше всех? Я такого не замечал. Как бы все ведут себя по-разному. Он может такой человек, что ему иногда хочется одному побыть, и все. Как бы у всех у нас есть там, не знаю, какая-то грань, когда мы устаем, и нам надо какое-то определенное время просто побыть одному, и все. И нет, не создает деструктив. То есть он, как и все, обсуждает ошибки, признает их, и нет в этом ничего такого. Болванчик спрашивает, с чем связано отсутствие на про-сцене редких героев типа Спектры и Клинза? Все дело в мете, или в моде, или в чем? Ну, если мы их не пикаем, значит, считаем их слабыми. И есть более сильные герои, которые влияют больше на игру. А есть такое понятие на про-сцене, как мода на героев? Конечно же, есть. Все зависит от патчей, потому что с каждым патчем героев меняют и поднимают. И пытаются люди найти свою именно мету. Ну, а может быть такое, что героя просто overrated делают этому герою, просто потому что кто-то побеждает? И есть и такое, как Skymach Axe у GD. Вот, и все начали Акса пикать из-за них, по сути. Учился ли Дэнди играть в миду по реплеям других киберспортсменов? Если да, то каких? Ну да, в основном Яфица я смотрел. Это в 2007, каком 2008 году. Вот, но вообще много кого я смотрел, поэтому, в принципе, всех. Ник не читабельный, но задам вопрос. Почему у Нави такой плейстайл, что они забивают на тебя и играют больше на Дэнди и Генерала? Ну, сейчас мета, что все ходят 2-1-2 добами, и невыгодно стоять трипой, потому что слишком мало экспы для суппортов, и ее негде взять с баунти рун теперь. Поэтому ты либо ставишь сильную дабу в визилайн, ну, либо ты терпишь и пытаешься другие лайны выиграть. Когда у Вити появится маленький генеральчик? Не знаю. Где-то, может, через... Я не знаю. Ну, примерно? Ну, не знаю, 5. Через 5 лет? Да. Тебе будет 26? 7. Завтра летим в Шанхай, будет у нас неделька буткемпа в офисе МДЛ, и потом супермейджор. Ну, вообще, говорите пока о супермажоре или еще рано? Вообще какие-то разговоры, планы? Сейчас только будет Бирмингем, ESL тоже мейджор, на который мы отобрались, но не успели визы получить. На него сначала стоит обратить внимание, а потом, может быть, Valve опять выпустит новый патч, и снова все с ног на голову. Пока не имею ни малейшего представления, что там будет, ни групп не видел, ничего. Мы летим в Китай на буткемп перед супермажором. Что будет на супермажоре? Некоторые команды будут получать по щам. Расскажи, как прошел этот буткемп? Он хоть короткий был, но все равно. В целом. Прошел хорошо, начинаем хоть друг к другу, учиться играть вместе, все хорошо. Нам пока работать над своей игрой, над командностью, то есть я пришел как новый игрок со своими героями,
пытаться найти что-то общее между нашими героями, какие-то связки, что-то нарабатывать, что-то, вот какие-то действия впятером просто отрабатывать. Должен дать тебе соло-линию, ты с этой соло-линии максимум выведешь сколько сможешь, и от читов мы начнем играть, и все будет нормально. Что интересное было на этом вылетке? Интересно, мой проезд, не знаю, первые пару дней просто не мог найти себе место. Всегда, я уже говорил, всегда это место я смотрел со стороны, никогда не думал, что попаду сюда вот так.